с недавнего времени в нашей деревушке стало неспокойно. Какой-то бессердечный человек выбросил взрослого бультерьера. Конечно, верится с трудом, что пес сам потерялся или по собственной воле ушел из дома. Надо ли говорить, что эта грозная и бойцовская порода способна одним своим видом навести панику на человека, поэтому люди и опасались его больше, чем он этого заслуживал. В поисках еды пес стал шариться по мусорным бакам, заглядывая на прохожих, в надежде, что кто-то из них даст ему хоть какой-то еды. Однако люди, увидев боксера, так местные прозвали пса, за его атлетическое телосложение, старались просто побыстрее уйти. Всех удивила баба Нюра, небольшая, сухонькая старушка, которая сама весила едва ли меньше суровой псины. Она по какой-то причине абсолютно не боялась огромного боксера и была чуть ли не единственной, кто подкармливал попавшие в беду животное. «Баб Нюра, ну чего ты творишь-то такое?» — ругался на нее сосед, сидевший в своем автомобиле и поглядывая через опущенное боковое стекло, как старушка снова подкармливает бездомного пса. «Сейчас прикормишь его, он здесь так и останется, а тут дети, да старики вокруг, а кто знает, что у него на уме. Такой кайман в раз ребенка проглотит и глазом не моргнет». «Сам ты как кайман», — улыбалась старушка. «Да ты погляди, Николай, какой он добрый. И глазки миленькие. Он ведь прекрасно все понимает. Да и наброситься он может только из-за таких, как ты, которые его доводят своими подозрениями». «Да», — переспросил сосед Николай, будто издеваясь над старушкой. «Ну так возьми его с собой жить, раз умная такая нашлась. Пускай он тогда лучше тебя съест на обед, чем кого-то из нас». «Ой, напугал», — приговаривала бабушка, поглаживая боксера по голове. «Я уже и сама об этом давно подумала», — пояснила она, а потом посмотрела на собаку и позвала ее за собой. «Пошли, миленький, теперь со мной жить будешь, нечего тебе по помойкам лазить». Пес, не веря своему счастью, завилял хвостом и дернулся, чтобы бежать за бабушкой Нюрой, но, видимо, не мог до конца в это поверить и вновь остановился. «Ну, ты чего стоишь, окаянный? Кому говорю, пошли?» — настояла отважная старушка, и радостный пес кинулся к ней. «Да ты чего, баба Нюра, серьезно, что ли?» — изумленно закричал сосед, наблюдавший за всей этой картиной. «Да я же пошутил, ты одумайся, ведь сожрет он тебя», — сказал мужчина, пытаясь переубедить старушку. Не оглядываясь, отмахнулась баба Нюра, рядом с которой гордо вышагивал грозный пес. Так и стали они жить вместе, удивляя всех, кто увидит эту странную парочку, маленькую щуплую старушку и мощного пса с широкой грудью. Теперь боксер получил свое место возле теплой печки, где баба Нюра оборудовала ему лежанку. Кроме этого, услышав, каким басовитым голосом лает ее новая животина, старушка дала ему новое имя – Бас. Бас быстро понял, что у него теперь новое имя. И вообще, на удивление и вопреки стереотипам, пес отличался добрым нравом и крепкими нервами. И это даже несмотря на то, что ему пришлось пережить предательство его прежних хозяев. Шло время. Ни разу баба Нюра не пожалела, что забрала этого пса с улицы. И это даже несмотря на то, что теперь ей приходилось выделять средства со своей крошечной пенсии на его пропитание. А как вы понимаете, кушает такой пес очень много. На летние каникулы в гости к бабушке приехали внуки. Увидев грозного пса, сын бабы Нюры тоже поначалу насторожился, можно ли оставлять детей в одном доме с бойцовской собакой. Однако, глядя, как ребята играют с Басом, буквально катаясь на нем, а тот всем своим видом показывает, что ему это только в радость, мужчина успокоился и уехал обратно в город, где его ждали повседневные дела. Зато мальчишки, внуки бабы Нюры, отрывались теперь по полной, вырвавшись из тесной городской квартиры и оказавшись на деревенских просторах. Целыми днями они находили себе забаву, играя во дворе, лазя по чердакам и крышам. В общем, получив нормальное, здоровое детство, вместо городских лабиринтов, где каждый шаг должен быть под контролем родителей. Бас был верным компаньоном в любой детской забаве. Короче говоря, стали они лучшими приятелями. Однако в тот злополучный день, когда мальчишки отпросились у бабушки погулять возле речки, Баса с ними не было. Баба Нюра решила не рисковать и прицепила собаку на тонкую цепь, которая осталась у нее от прежнего дворового пса. Все-таки дом есть дом, а кто знает, как Бас поведет себя в незнакомом для него месте.
Пускай лучше мальчишки одни погуляют, а там видно будет, решила она. Мишка с Ваней шли по берегу реки, кидая в нее камушки. Так хотелось зайти в прохладную воду, но они дали бабушке слово. А значит, надо его держать, ведь они же мужчины. И пускай Мишке всего 11, а Ивану только 9, они уже понимали ценность мужского слова. «Мишка, гляди, какой камушек красивый», указывая через прозрачную воду на пестрый камень, лежащий на дне реки, сказал Ваней. «А давай его с собой возьмем», – предложил он. «И как же ты его возьмешь?» – спросил брат. «Это же ведь в воду зайти нужно, чтобы его достать. А ты слово дал». «Да я только одной ногой наступлю и достану», – пообещал хитрый братишка. «Это ведь считаться не будет». Мишка пожал плечами. Ваня понял молчаливое согласие своего брата и, закатав штанину, на одной ноге наступил в воду. Но он все никак не мог дотянуться до камня, ведь вторая нога оставалась на суше. И вот мальчик наклонился еще сильнее, но в этот момент нога его поехала, и он целиком упал в воду. Бурный поток тут же подхватил неуклюжего мальчишку и потащил его вниз по течению. «Мишка! Мишка!» – тут же закричал перепуганный ребенок. «Мишка, спаси меня!» Да только как мог брат его спасти, когда он сам не умел плавать, да и разве хватило бы ему сил справиться с сильным течением? Мишка бежал вдоль берега и кричал, чтобы кто-нибудь взрослый поскорее пришел на помощь. А в это время с цепи рвался Бас. То ли собачье сердце почувствовало неладное, то ли острый слух уловил крики о помощи. И вскоре пес стрелой несся к реке. Бас сходу кинулся в реку и поплыл к тонущему мальчишке. В это время, услышав детские крики, к берегу подъехал тот самый сосед, который отговаривал бабу Нюру не брать к себе бродячего пса. Выйдя из автомобиля, мужчина обомлел. Пес плыл к берегу, борясь с течением, которое неминуемо сносило его, а у него на спине сидел мальчишка и дрожал от холода и страха. Вот это да, только и смог выдавить из себя сосед, понимая, насколько он ошибался в этом животном, который сейчас, рискуя собственной жизнью, спасал человеческого ребенка. Наконец они оба оказались на суше. Бас тут же упал на траву, тяжело дыша, то и дело отрыгивая воду, которой ему пришлось наглотаться. Мишка рыдал и обнимал своего брата. А сосед, кажется, только сейчас понял что-то очень важное для себя, что в корне изменило все его взгляды на эту жизнь. С этого дня все деревенские стали уважать и ценить спасателя-собаку. Теперь, проходя мимо Баса, односельчанам хотелось его погладить и сказать спасибо за ребятишек. А баба Нюра еще больше полюбила своего верного друга. Вот такая жизненная история произошла. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего, до новых встреч!